Слава Украине! Привет всем от Полонского. Добрый вечер, друзья мои. На сайте Белого дома наконец-то опубликован тот самый договор, который мы подписали с американцами, который еще требует ратификации Верховной Ради Украины, вот, и который не является пока что полным договором, без двух дополнений, которые, собственно говоря, дают уже цифры и, скажем так, на вот этот костяк договора, который подписан, нужно мясо. Так вот, мясо — это эти два других договора, но они, я уже рассказывал, могут быть подписаны только после ратификации Верховной Радой того договора, который мы уже подписали. Да, так вот, американцы опубликовали этот договор, его содержание. В принципе, те же самые тезисы, которые у нас, я вам уже рассказывал, пересказывать масло масляное, конечно же, нет ни малейшего смысла. Я уже об этом всем говорил. Договор для нас крайне позитивный. В двух словах, все остается нашим, мы ничего не передаем в чужие руки. Это самое главное. То есть наши недра остаются нашими недрами. Это без вариантов. Договор равноправный, то есть 50 на 50%. Договор касается только новых объектов. Все то, что там сейчас уже работает, в него не входит от слова вообще. Вот. И что там еще? Еще интересный момент. Партнерство 50... Да, сумма, те деньги, которые он будет зарабатывать, будут оставаться в Украине, по крайней мере, первое время. Ну, лет 10 будут оставаться. То есть их не будут вывозить за границу, они будут все время оставаться здесь. Вот, заработанные деньги. Вот. Ну и первое время там фирмы, которые будут работать вот в этом консорциуме, они будут не платить налоги ни в Украине, ни в США. То есть, ну, нам это выгодно в каком плане? Будет развиваться те отрасли промышленности, которые были в загоне, ну, скажем так, или где у нас вообще нет технологий что-либо сделать. Вот, пускай зайдут американские бабки, пускай, в конце концов, наши люди будут получать достойную зарплату, будет что-то двигаться. Потом, когда начнут что-то зарабатывать, начнут платить налоги. Вот, собственно говоря, и все. То есть, в принципе, договор обоюдо выгодный. И тут начался крик. Крик начался из двух точек, интересно. Из Москвы и от некоторых, особенно талантливых, из Вашингтона. Да. Итак, ну из Москвы, понятное дело, начали все ура-патриоты, Z-патриоты выть, кричать, просто гвалт до небес. Как это так? С Украиной подписали договор, да еще и договор, который полностью был изменен украинской делегацией, полностью переработан, и который стал из феодального, из какого-то, я не знаю, договора я уже рассказывал, договора раннеафриканского типа, стал нормальным европейским договором, абсолютно нормальным договором инвестиционного характера. То есть замечательно. Никаких вопросов с этим нет. И это признают сами же всякие Z-патриоты и прочая шушваль, да? Но, и этим понятно им очень горько по одной простой причине. Путин собирается подписать или уже подписал. Там же никто ничего не говорит. Все шито-крыто, шуры-муры, шары-бары, растабары. Да, так вот там Путин то ли подписал, то ли вот подпишет африканский вариант этого договора. То есть где он просто все отдает вместе с холопами. То он отдал Китаю, вы знаете прекрасно, там огромную территорию в Сибири вместе с холопами, да. А это отдает американцам в Арктике. А эти говорят, а как же так? А эти, посмотрите, ну хохлы чего сделали? Добились себе нормальных условий. А вы нет. Ну это пускай они между собой разбираются, кто там у них что, каких, как говорится, каким образом и куда попал, в какую торбу. Вот. Нам интересно другое, что вот в этот московский хор подключился один очень занятный персонаж, это, Сакер Карлсон. Тот самый московский пропагандист, которого почему-то некоторые считают американцем, хотя в душе он, конечно же, московит самый конченый. И он просто набросился на этот договор. Точнее, не на этот договор, а на сам факт его подписания, на президента Украины Зеленского, на Украину и так далее. Он тут же обвинил нас. Нас обвинил в том, что мы, значит, хотели совершить какие-то сумасшедшие покушения на каких-то американских официальных лиц. Ну, в общем, абсолютная чухня, которую невозможно на уши натянуть. Потом он нас обвинил, значит, вчера он еще говорил, что мы на этого на Трампа покушались, но ни больше, ни меньше. То есть у человека вообще крыша протекла. Не, крыша протекла от денежного дождя, который из Кремля льется. Вы не подумайте, что у него крыша окончательно протекла. Он пропагандист, но он же не дурак, да. То есть деньги. Да, так вот, он сказал, что Украина, значит, готовила какие-то фантастические покушения
А потом еще сказал, что мы продали оружие, значит, оружие. В прошлый раз он, кстати, говорил бронетехнику еще в свое время, помню, да. По канализации прямо мексиканским наркокартелям. И мы вооружили Хамас. То есть, ну, до этого уровня маразма дойти, ну, я не знаю, кто мог дойти до такого уровня маразма, кроме этого Сакера Карлсона, но вот он дошел, уже не первый раз он такое говорит, бредятину такую несет. Вот я говорю, я всегда вот, когда вот слушаю подобных супчиков типа него, да, я вот пытаюсь себе понять вот технологию этого всего дела. Вот он тогда говорил, мы, говорит, бронетехнику продали. Ну, а что мы от американцев в основном получали на 90%? Бронетехника, это Хамви, это, скажите мне, International, вот Max Expro, да? Вот такого плана, да, потом страйкеры и так далее. Я представляю, да, вот такой Хамви, как мы его передали мексиканскому наркокартелю. Я не знаю, по Голубиной почте через Альфа Центавру, что ли. Вот даже интересно, да, вот что у человека в голове, кто чухню несет. Вот, ну ладно, там а как с Хамасом быть? Вот, говорит, Украина вооружала Хамас. При всем при том, что оружие, которое нашли у Хамаса, это либо иранского, либо российского производства. Но виновата Украина. Вы же понимаете, да? То есть оружие поступало из двух точек, из Ирана и из России. Но поскольку из России поступало не только оружие Хамасу, но и, судя по всему, некие поненсы для самого Сакера Карлсона, то, естественно, Россия у него никакой Хамас не вооружала, этим занималась исключительно Украина. Ну, а что же вам скажет московский пропагандист? Вот, и он тоже опять понес это все, Украина, это все. Ну, потом представляете, да? Вот при этом Москва у него ни в чем не виновата, при этом этот чудик вхож в Белый дом был, по крайней мере, вот ну, где-то месяц назад он туда ходил, а теперь он говорит, я так расстроен, я так, я разочарован тем, что произошло. Как Америка могла подписать такой договор? Ну как? А я скажу одно. Если такой персонаж, как вот этот Карлсон, но не тот, который живет на крыше, а вот этот, который говнюк, сильно расстроен, значит, договор хороший, надо подписывать.